Моя работа называется «Буряковая революция». Это работа об отношениях искусства, политики и крупного капитала, и о том, как революционное действие совершается одними силами, а его результат узурпируется другими. Вообще, само понятие «буряковая революция» родилась вследствие такого себе историографического произвола, которое я себе мог позволить как художник. И я надеюсь, что мой рассказ будет иметь такой себе двойственный характер. С одной стороны, можно заметить то, что оно происходит в каком-то ироническом ключе. С другой стороны, это довольно грустная история о том, как критика нейтрализуется контекстом, в котором она производится и в котором она возникает стороны. И в моей работе можно заметить как бы две стороны этого противостояния. Это временное правительство, которое назначило себя властью после февральской революции 1917 года. И это организованные художественные объединения и художественные сообщества, в том числе самые прогрессивные на то время кубисты и футуристы. О временном правительстве часто говорят, что оно провалилось по всем фронтам. Я считаю, что это неправда, и на самом деле оно явило довольно, на удивительно действенный союз крупного капитала и политического популизма, и ему удалось долгое время реализовать довольно эффективную культурную политику. Вообще, эта культурная политика отличалась тем, что Временное правительство использовало активно культ личности и техники прямого воздействия на массы. Оно запустило конвейер производства революционного образа и всяческими способами стимулировало потребление этого образа среди населения. И художники, художественные сообщества, организованные, были призваны обслуживать этот заказ и, по сути, удовлетворять спрос на этом новом и расширяющемся рынке культурной продукции. Таким образом, мы можем наблюдать становление того, что сейчас называется понятием «культурная индустрия», под которым подразумевается ситуация, когда власть в союзе с крупным капиталом формирует культурную политику и используя для этого техники воздействия, которые являются художественно богатыми и художественно изобретательными, гарантируя согласие населения со своими взглядами, устремлениями и целями.